Привет! Сегодня приготовим домашнюю куриную тушенку на кости, без автоклава. Если вы думаете, что это сложно, тогда досмотрите ролик до конца, и вы убедитесь в обратном, как же это все просто и легко. Для приготовления куриной тушенки будем использовать вот такие вот куриные четверти. Для начала их нужно очень хорошо вымыть и дать им немного времени для того, чтобы ушла лишняя жидкость. Итак, приступаем к нарезанию на небольшие кусочки. Смотрите, вот таким вот образом нужно удалить вот эту вот самую крайнюю косточку, там где есть хрящик. Вот такие вот хрящики для приготовления тушенки использовать мы не будем. Убираем их в сторонку. Затем стараемся разрезать на небольшие куски. Если у вас получится разрезать, как у меня, вот так вот по суглобу, будет только хорошо. Куски у вас должны быть небольшие, так чтобы хорошо поместились в банку. Затем нам нужно будет еще вырезать остатки хребта. Остатки хребта для приготовления тушенки мы тоже использовать не будем. А вот саму бедренную часть, которая у вас осталась, разрезаем еще раз пополам. В одной половине у вас останется с косточкой, вторая половина будет без кости. И таким вот образом, друзья, нарезаем полностью все куриные четверти, которые вы заготовили. Самое главное, ни кожу, ни жир никуда не убираем. Все должно быть в банке для приготовления тушенки. Ну вот как-то так у меня получилось нарезать куриное мясо вместе с косточками. Ну а вот эти вот косточки, которые у вас остались, хрящи, куриные хребты, мы никуда не выбрасываем. С них можно сварить бульон, либо же, если у вас есть дома собачка, будет лакомство для собаки. Перед тем, как заполнять банки мясом, нам нужно взять крышки. Сегодня у меня будут винтовые крышки. Их отправляем в небольшую кастрюльку, либо же, как у меня, черпачок с водой. Устанавливаем это все на плиту, на маленький огонь, и их нужно будет прокипятить примерно 10-15 минут. Далее, друзья, берем сами банки. Банки вначале нужно будет простерилизировать. Как стерилизировать банки, надеюсь, вы знаете. На дно каждой банки укладываем по одному лавровому листику. Затем берем черный перец горошком, и в каждую банку нужно будет положить примерно 5-6 горошин черного перца. Ну а дальше заполняем ровно по полбанки куриным мясом. Стараемся распределить все равномерно. В каждую банку вначале я ложу по одной куриной голени, а дальше остатки мяса стараюсь распределить равномерно. Напоминаю, вначале нужно заполнить по половине банки. Когда банки заполнены наполовину, в каждую из банок нужно будет положить по одной чайной ложке соли без горки. И только затем заполняем остальное пространство мясом. Но банки заполняем не под самый верх, а примерно, чтобы сантиметр-полтора оставалось кверху пустым. Ну вот как-то так у меня получилось заполнить банки мясом. Смотрите, вот по такой вот поясок я их заполнял. Примерно 1,5 сантиметра у меня осталось пустыми. Пока мы заполняли банки мясом, крышки наши уже прокипятились. Сейчас мы их достаем. И сразу же, пока еще крышки теплые, нам нужно плотно закрыть этими крышками все банки. Как вы видите, банки я закрываю просто рукой, без всякого ключа. Этого будет достаточно. Далее, друзья, берем кастрюльку подходящих размеров, таким образом, чтобы банки установились в кастрюльку и примерно сантиметра 2-3 выше банок можно было налить воды. Дно кастрюли нам нужно будет застелить тряпкой, затем вот таким вот образом устанавливаем на тряпку банки с будущей тушенкой. Тряпка застилается для того, чтобы во время кипения банки не подпрыгивали и не стучали о дно кастрюли. Затем банки в кастрюле нужно будет залить водой, таким образом, чтобы вода покрывала крышки наших банок примерно на 2-2,5-3 сантиметра. Где-то так. Затем кастрюлю с банками устанавливаем на огонь и доводим все до кипения. Вначале огонь можно будет сделать чуть выше среднего. После того, как вода в кастрюле очень хорошо закипит, огонь с максимального увеличиваем на маленький. Делаем так, чтобы вода в кастрюле лишь поддерживала кипение. Не бурлила, а просто поддерживала кипение. Ну и после того, как вы сделаете огонь так, чтобы вода в кастрюле просто поддерживала кипение, бурлить она ни в коем случае не должна, засекаем время 3,5-4 часа. Таким вот образом нужно, чтобы банки у нас просто томились, не кипели, а томились. Кипение должно быть маленьким-маленьким. Дальше, друзья, не забываем время от времени доливать воду. Примерно где-то раз в час я доливаю воду, должна быть кипятком. Точно такая же, какая в кастрюле. То бишь вы закипятили сбоку чайник и сразу же после того, как чайник закипел, воду нужно будет доливать. Самое главное не допустить такого момента, чтобы крышки остались без воды. Они всегда должны быть под водой. Еще, друзья, такое маленькое предупреждение. Этим рецептом ни в коем случае нельзя использовать банки, которые закатываются под ключ. Почему-то во время вот такой вот варки эти банки стреляют. А вот эти банки, которые винтовые, они не выстреливают. Так что будьте внимательны.
Итак, банки у меня на плите проварились ровно 4 часа. Сейчас мы огонь под кастрюлей выключаем и в таком вот положении оставляем кастрюлю до полного остывания. Ни в коем случае сейчас банки из кастрюли вынимать нельзя. Итак, друзья, банки у меня в воде остывали примерно 5 часов. И смотрите, вот так вот просто руками мы их достаем, дадим воде немножко сбежать и только после этого вытираем банки насухо. Смотрите, тушенка сейчас еще пока что жидковатая, но после того, как они час простоят вот так вот просто без холодильника, через час мы их устанавливаем в холодильник и примерно через 10-12 часов в холодильнике вот это вот нижний бульон, он зажелируется, а верхний жир, он застынет. Итак, посмотрите еще раз. Банки я уже протер насухо. Видно отчетливо, как жир у нас поднялся наверх. А внизу вот это вот будет собственный сок. В собственном соку это у нас потом зажелируется. Сейчас еще где-то 1 час они постоят вот так вот без холодильника. Затем установим в холодильник и посмотрите, что же у нас получится после некоторого времени в холодильнике. Итак, друзья, тушенка у меня простояла целую ночь в холодильнике. Смотрите, что получилось. Как я говорил, нижняя часть зажелировалась, а верхний слой вот так вот уже застыл. Это слой жира. Ну вот примерно как-то так, и у вас должно будет все получиться. Ну а сейчас, друзья, самое основное. Одну банку вскрываем и посмотрим, какая же тушенка у нас получилась. А получилось, я вам скажу, все просто шикарно. Тушенка получилась мягкая, сочная и очень-очень вкусная. Самое главное, что тушенка получилась в меру. Она не соленая, соль чувствуется, но она не соленая. И самое главное, она получилась очень мягкая. Мясо от кости отстает очень хорошо и по вкусу не чита магазина. Я бы сказал, что магазины нервно курят в сторонке. Вы просто посмотрите, как легко мясо отстает от кости. Самое главное, на кости не остается ни грамма никакого лишнего мяса. Оно протушилось очень хорошо и получается обалденно вкусным. Хранить такую тушенку нужно при температуре не выше 10 градусов Цельсия, но лучше всего хранить такую тушенку либо в холодильнике, либо в погребе. Так она более хорошо сохранится. Если вы будете хранить ее так, как я, в холодильнике, она у вас будет стоять от 8 месяцев до года. Ну что ж, друзья, на этом у меня на сегодня все. Предлагаю вам посмотреть еще один ролик с приготовлением не менее вкусной рыбной консервы. Консервы я готовил в масле и в томатном соусе. Оценивайте этот ролик, оценивайте тот ролик, комментируйте, оставляйте свои замечания. Ну а мы с вами встретимся, как всегда, в новых видео на канале Аппетитная кухня. Всем пока, всем до новых встреч!